Друзья, всем привет! В Екатеринбурге продолжаются протесты по поводу строительства храма в самом центре города. Несколько дней подряд, каждый вечер, тысячи жителей выходят. Уже были столкновения с полицией, десятки человек задержаны, некоторые из них уже приговорены к административным арестам. И, судя по всему, ситуация не собирается успокаиваться. Уже Владимир Путин вмешался в эту историю, и он предложил, что нужно провести опрос и как-то прислушаться к мнению людей. На самом деле ситуация серьезная, потому что уже федеральные власти вмешиваются. Эта история из какого-то локального екатеринбургского конфликта, она давно вышла на федеральный уровень. Много месяцев мне пишут екатеринбуржцы, что их никто не слышит, что это какая-то местечковая история, федеральные СМИ на это закрывают глаза. Но вот, похоже, история перестала быть такой локальной, она перестала быть историей Екатеринбурга, потому что даже федеральные крупные СМИ в каком-то виде эта история пробивается. Я очень рад, например, что Иван Ургант, как смог в своей передаче на Первом канале на всю страну, напомнил про этот конфликт. И, по-моему, он очень хорошо сказал, что верующим нужна вера, а отдыхающим нужен сквер. Я очень рад, что на эту тему высказались многие медийные люди, которые раньше были в стороне. И здесь мне бы хотелось объяснить свою позицию, почему я считаю, что строительство храма в Екатеринбурге, оно будет неуместным, и это очень вредный и опасный для города проект. Сразу хотел бы сказать, есть такое мнение, да, что решать должны екатеринбуржцы, что нужно прислушиваться к мнению екатеринбуржцев, а кто ты такой, Варламов, ты вообще из своей Москвы, почему ты что-то говоришь? Ну, давайте объясню, почему я что-то говорю, потому что подобные вопросы мне задают, на самом деле, неоднократно. Каждый раз, когда я приезжаю в какой-то город, мне пытаются запретить высказываться, потому что ты вроде там не живешь, а чего ты высказываешься? Меня зовут Илья Варламов, я родился и вырос в Москве, вся моя семья живет в России, и с этой страной я связываю свою жизнь, свое будущее своих детей. Поэтому мне совершенно не безразлично, что происходит не только в Москве, но и в других городах. Мне совершенно не безразлично, что происходит в Омске, что происходит в Екатеринбурге, в Чите и во многих других наших городах, поэтому я об этом пишу и буду писать. Если кому-то это не нравится, ну, извините. Я не ассоциирую себя исключительно с Москвой, я себя ассоциирую со всей страной, со всей нашей необъятной родиной, со всеми ее городами, селами, деревнями, лесами, полями, морями и реками, поэтому писать буду обо всем, о чем считаю нужным. И вам советую делать то же самое, потому что если сегодня нагадят в Чите, в Омске, в Екатеринбурге, в Новосибирске, то завтра нагадят у вас. Не сомневайтесь. Важно следить за любым беспределом, где бы он ни происходил, и вовремя этот беспредел всеми доступными нам средствами пресекать. Это касается каждого жителя России, поэтому я очень надеюсь, что за историю в Екатеринбурге следить будут не только екатеринбуржцы, а следить будете все вы, жители России, потому что касается это действительно каждого. Изначально храм собирались строить прямо на пруду, это уже, по-моему, третий проект. И каждый раз это все отбивали. Проект переезжал, он выбирался какие-то новые площадки, каждый раз жители возмущались, но люди, кто этот храм так сильно хочет построить, а я вообще не понимаю, почему они так сильно его хотят, ну ладно. Они каждый раз выбирают какое-то новое место. В итоге храм перекочевал в самый центр города, на берегу пруда, где сейчас находится сквер. Вот так будет выглядеть храм после постройки. Вот проект, который сейчас предлагается построить, это очередное место. Вот рендеры, видно вот этот вот огромный храм, который окажется в самом центре города. И в этой истории есть несколько моментов, которые хотел бы как раз сегодня с вами обсудить. Для начала давайте мы сразу отвлечемся от религиозной составляющей и рассмотрим храм исключительно с точки зрения архитектуры. Судя по масштабу, храм претендует на то, чтобы стать новой доминантой района. То есть это будет такое не самое высокое, но самое такое яркое, большое и привлекающее внимание здание. Своей пышностью он затмит уже все существующие небоскребы, которые есть в этом месте. При этом место для новой доминанты выглядит очень странно. В районе уже есть не одна доминанта. Это, например, башня и сеть. Это гостиница «Хаят». Здесь планируется строительство современных зданий. Здесь вообще была концепция такой Екатеринбург-Сити. Ну, что-то вроде Москва-Сити, куча небоскребов, все такое современная архитектура. И какая-то понятная была сложившаяся концепция. Здесь есть Белый дом, так называемое это здание правительства Свердловской области. И архитектура храма здесь, она совершенно не учитывает окружение. Он бесцеремонно и нагло врывается в уже сложившийся архитектурный ансамбль. И он, этот архитектурный ансамбль,
полностью разрушает. Кроме того, нужно понимать, что само здание храма, оно просто некрасивое. И здесь в очередной раз я хотел бы сделать небольшую отсылку по поводу РПЦ и архитектуры. Как мы знаем, у РПЦ с архитектурой огромные проблемы. Консерватизм, боясь выйти за рамки традиционных канонов, привела к полной деградации сегодня религиозной архитектуры в России. Сегодня проекты для РПЦ дают делать людям, которые явно не обладают ни чувством вкуса, ни их знаниями, ни пониманием вообще, что такое архитектура. То есть они лепят из каких-то своих представлений о том, каким должен быть храм. В архитектуре храма мы сегодня видим полный хаос. Такое просто впечатление, что кто-то зашел в Google, набрал русский храм или какая-то нейросеть. Да, вот как нейросеть, попроси нейросеть спроектировать русский храм, православную церковь. Давайте посмотрим просто на изящную церковь Покрова на Нерли. Посмотрите, какая красота, да? Какие пропорции, какая грация. Каждая линия, каждый элемент тут просто доведен до совершенства. Недаром это памятник, всемирный памятник архитектуры. Посмотрите на соборы Владимира, вот Успенский собор. Посмотрите на Дмитриевский собор. Посмотрите на пропорции, на гармонию, на архитектуру. А теперь киньте все это в блендер, смешайте, увеличьте в размерах, и вы получите храм Святой Екатерины. Какие-то кучи элементов разных храмов, разных эпох, разных стилей намешано, увеличено, отмасштабировано, полнейшая стилистическая каша. Храм спроектирован на высоком стилобате. К сожалению, в сети вы не найдете картины, где видно были бы ракурсы с уровня человека. А знаете, почему этих ракурсов нет? Да потому что с уровня обычного человека он не будет читаться. Мы не увидим ничего, кроме гигантской, тяжелой, вот этого гранитного стилобата. И все. Кроме того, храм стоит на самом берегу пруда. И совершенно никак не взаимодействует с водой. То есть это очень слабая работа архитекторов, в первую очередь. Безотносительно вопроса религии. И здесь я хотел бы, кстати, напомнить, что в Екатеринбурге уже есть один бесконечно слабый проект. Это храм на Крови, храм, который построили якобы на месте. Это на самом деле не совсем то место, где была расстреляна царская семья. Ну, опять же, да, мы сейчас отвлечемся от идеологической составляющей. С точки зрения архитектуры, храм на Крови — это бесконечно слабый и бездарный проект. И мне кажется, одного некрасивого храма новодела Екатеринбургу достаточно, зачем делать другой храм, некрасивый храм новодел. Вообще очень странно, например, почему в Париже русская православная церковь строит очень сдержанный и аккуратный религиозный комплекс. Да, это Свято-Троицкий собор и русский духовно-культурный центр, который спроектировал французский архитектор Жан-Мишель Вильмот. Посмотрите, вот что они делают в Париже. Отличная архитектура, современное вообще переосмысление классических вот этих вот наших православных канонов архитектурных, да, она вписывается, она не кричит, она не орет, она не хочет порвать вообще все, что там было вокруг. Оно деликатно, оно с уважением относится к окружающей застройке. Почему в Париже русская православная церковь может с уважением относиться к городу, а в Екатеринбурге не может? Теперь поговорим про религиозный аспект. Если честно, я не знаю, насколько городу прямо необходим еще один храм. Если посмотреть на карту, там вокруг куча каких-то храмов, они буквально на каждом шагу. Я не знаю, насколько они забиты. Зачем делать еще один? Может быть, храмов действительно не хватает. Ребята из Екатеринбурга, верующие, напишите, вам действительно так не хватает храмов. Но важно понять, что решение о строительстве подобных объектов должно приниматься с учетом интересов жителей. И судя по опросам, жители не очень-то и рады, что в самом центре города на месте сквера появится многоглавое строение. Религия, в моем понимании, должна объединять людей. Но на примере Екатеринбурга мы видим стойкое желание внести в общество раздор. А что касается мнения екатеринбуржцев, о которое хочет услышать Владимир Путин и который предложил провести опрос, то на днях фонд «Социум» опубликовал результаты своего опроса. Они не первый раз уже замеряют общественное мнение. В описании к ролику я оставлю ссылочку, может быть, подробно изучить всю методологию, там очень много всяких факторов. Ознакомьтесь. Так вот, по результатам опроса 52% жителей Екатеринбурга выступают категорически против или скорее против строительства храма на месте сквера рядом с театром драмы. 28% поддерживают строительство или относятся скорее положительно. Больше половины всех жителей Екатеринбурга не хотят, чтобы там был храм. Еще важный момент. Сейчас разные мудаки пытаются представить противников храма
противников, я бы сказал, не храма, противников беспредела. Они пытаются представить их как противников России. Недавно главный пропагандон страны даже назвал всех жителей, кто против, он назвал их бесами. Нужно понимать, что в протестах сегодня участвуют самые разные силы. Еще раз, более половины жителей города против. Это огромная цифра. Там есть и коммунисты, там есть сторонники Навального, там есть очень разные люди. И их политические взгляды могут быть совершенно противоположными. Их объединяет одно. Они любят свой город, они уважают себя, и они хотят, чтобы с их мнением считались. Почему подобная ситуация произошла? Почему люди вышли на улицу? Почему много лет уже обсуждается эта история с этим храмом? И все это привело к противостоянию с полицией, противостоянию людей на улицах Екатеринбурга. Во многом эта ситуация вызвано тем, что сегодня в Екатеринбурге нету независимых, конкурентных, открытых выборов. Екатеринбуржцам запретили выбирать себе мэра. Власти города, чиновники, Кремль, я не знаю, да, кто, почему-то решили, что екатеринбуржцы недостойны того, чтобы выбирать себе мэра, чтобы выбирать себе людей, которые будут городом руководить. Да, мэра там теперь назначают, если вы помните. Это очень плохая ситуация, потому что если бы в Екатеринбурге были открытые выборы, честные конкурентные выборы, то различные кандидаты, в том числе в своих предвыборных кампаниях, на дебатах, они бы высказывали свою позицию относительно храма. Они бы давали обещания, да, возможно, кто-то бы вышел и сказал: ребята, я считаю, что храм в этом месте неуместен, и если вы меня выберете мэром города, я не позволю этот храм построить. И люди бы за него голосовали. А кто-то бы, возможно, вышел и сказал, что а я, наоборот, за храм. Я считаю, что в Екатеринбурге, в самом центре, должен быть храм. И люди бы за него голосовали. Только эти вопросы, они решались бы не на улице с кулаками. Эти вопросы, они решались бы на дебатах. Они решались бы в СМИ. Они решались бы как-то аргументированно, в спорах. Это и есть политик. Именно поэтому нужны рабочие институты, институт выборов, чтобы такие вопросы, как строительство храмов, строительство каких-то мусорных полигонов, застройка, там, правила, как будет выглядеть город, чтобы эти вопросы решались цивилизованно, чтобы все это не доходило до точки кипения, когда сегодня люди буквально выходят и с кулаками начинают отстать, потому что у них не осталось выбора. Это люди, у которых просто нет выбора. Вы забрали у них возможность, у этих людей, вы забрали у них возможность влиять на свой город, влиять на свое будущее. Вы решили, что они недостойны выбирать себе мэра. Вы решили, что их кандидаты не должны быть зарегистрированы, не должны быть допущены к выборам. И единственное, что у них осталось, это выйти на улицу. Поэтому я с большим уважением отношусь к людям, кто отстаивает сегодня свой город. Мне очень жаль, что эта ситуация доведена уже до противостояния на улице, до митингов, до протестов. Но, к сожалению, во всей этой истории виноваты в том числе и местные власти, которые допустили эту ситуацию, эскалацию ситуации до того, что люди вышли на улицу. Людей нужно слышать, к людям нужно прислушиваться. Нельзя вытирать ноги о людей. Нужно уважать людей, которые живут в этом городе. Вопросов относительно проекта очень много. Почему вообще храм нужно строить в самом центре? Почему нужно строить на месте храма? А что если его в другом месте построить? Может быть, из центра города Бог лучше слышит молитвы? А если сделать храм не таким большим? А если пригласить нормальных архитекторов? Или Бог, он не принимает покаяние из маленьких храмов? А что если вместо храма построить, например, хоспис? Или больницу? А что если перестать насиловать город, сталкивать лбами людей и вносить раздор? Строительство храма навредит архитектуре города. Это неграмотный и неуместный проект. Я очень рад, что в Екатеринбурге жители любят свой город, и они готовы за свой город сражаться. Ребят, вы большие молодцы. А я прошу распространить это видео, покажите его своим друзьям, потому что сейчас, возможно, будет проходить новый опрос. И кто-то задумается над тем, как будет выглядеть их город в случае реализации этого проекта. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.